Я вот не представляю, раз ее нету в доме, ну все, и на этом жизнь закончится. Кто хочет забрать и куда? Опека. Из-за неровности пола и вот этой И дырки, вот этой которая вот, да. от печки осталась, Да, значит, да. у вас девочку забирают. Да. А девочка хочет со мной. В доме нету ни туалета, нету нигде умыться. 13 лет девочка Баня жила в этих условиях. Чтобы мой ребенок ходил, вот эта глина упала прямо на голову. Что же вы с 16-го года не пришли и не поправили этот потолок? А для чего отец был у нее? Так он же бухал все время и жил на детское пособие. Да. Ты ее хочешь видеть денег. Какие деньги? Твари, я сколько раз тебе говорила. Оскорбление Отбить зачем? себе голову. Отойди лучше. Бабушки, за что надо голову отбить? Потому что ребенок неухоженный, постоянно грязный. Нашелся человек, и он просто готов оказать помощь. Давайте узнаем, как и кому. Сергей, идите к нам. Добрый день. Очень сложный выбор у 13-летней девочки, особенно после того, как не стало ее родителей. Хорошие условия, ну, я имею в виду кровать чистая, еда на столе. Либо условия похуже, гораздо похуже, но зато любовь, тепло и ласка. И родной дом, к тому же. Сегодня у нас в студии Вера Теплова. Вера Леонидовна, здравствуйте. Вы обратились к нам на программу за помощью. Да. Что у вас случилось? Рассказывайте. У меня хотят отобрать мою внучку, с которой я с самого рождения, 13 лет. Ее хотят... Папу потеряла вот только недавно. Ее хотят... Ее папа – это ваш сын? Да. Угу. Ее хотят забрать. Кто хочет забрать и куда? Опека хочет Подождите, ее а мама-то, определить в чужую мама семью. внучки где? Мама Здрасте. тоже умерла в То есть 16 она сирота году. абсолютно. Она сирота, И вы ее, получается. по сути дела, с рождения. Да. Все 13 лет растите. Да. И теперь, когда ваш сын умер, пришли Да. органы опеки и сказали: отдавай. Быстро очень, очень быстро прошла комиссия, приехали к нам домой. У нас в комнате была кухня и была русская печь. Она занимает очень много места. Ее убрали. И остался, немножко неровный пол, но мы застелили. И как трубу убирали, сажа там. Дырка в потолке. Короче, их не устроили ваши жилищные условия. Да. Раз. Да. Второе, что еще не понравилось? Все. Из-за неровности пола и вот этой И дырки, вот это которая вот, да. от печки осталась, Да, значит, да. у вас девочку забирают. Да. Хотят забрать. Какое-то детское учреждение? Нет, сначала у меня спросили, кого вы ближайших родственников. Я говорю, у меня дочь и дядя живет у нас в поселке. Дядя, он кто? По ее маме. То есть у ее мамы покойный был, родной брат. да, живет в этом же городе. Ага. Это единственные ее родственники. Да. И что сказала опека? Значит, дочь моя не подходит, потому что у нее мужа нет. Она многодетная мама, но муж не зарегистрирован. Вот эта причина там была. А у Влада все, значит, нормально. Подождите. Дяде отдать. Да. Но с вами что не так, кроме дырки в потолке? Только дом, жилищные условия. Все. А девочка хочет со мной. А дядю-то она своего вообще знала, общалась с ним? Конечно, знала. Приходила к девочке к их гулять. как часто? Да, нет, не очень. Школа начинается уже меньше. Летом тоже мало. У них, так сказать, они сами по себе. То есть она, по сути, не с дядей общалась, а с его дочкой на Да, с улице маленькой, играла. да, Вот. И вдруг дяде такой сюрприз, вот вам ребенок, пусть она у вас живет. Дядя-то обрадовался? Я не знаю, но ему преподнесли, наша опека преподнесла так. Или мы ее сдаем в детдом, или вы ее забираете себе. Он говорит, конечно, зачем же в детдом? Я ее заберу. Да, я ее заберу. А мне опека сказала, что мне не позволяют условия мои. Качество дома. В ненормальном состоянии деревянный дом снаружи не ошпаклеван, комнаты с виду сухие, однако в потолке имеются места, где отсутствует глиняная штукатурка. Также видна обрешетка досок потолка. Потолок имеет грязно-серо-белый цвет. Окна деревянные, серо-белого цвета, давно не были окрашены. Жилая комната светлая, оклеены светлые обои. При визуальном осмотре заметно, что в некоторых местах поверхность пола имеет дефекты и неровность пола, застеленные тканью или ковровыми покрытиями.
Они в своем уме вообще? Такое чувство, как будто бы это не опека писала, а комиссия по принятию, Признать дом приему аварийным жилого или не помещения. признать? Да. Скажите мне, Может пожалуйста. быть, им на другую работу устроиться? Мы тут про аварийные дома много снимаем. Может быть, они Подождите, а как-то у вас побыстрее их будут Под это расселять? описание 80% домов в России. 90. А скажите, пожалуйста, а у вас дом из чего сделан? Брус. 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 И они считают, что... да. да. И они считают, что у любого бруса Вот мы должна начали, быть окошки уже штукатурка начали снаружи. менять. Никогда опека так глубоко в строительные нюансы не вникает. И вот забавно, если бы решался вопрос, признавать или нет это жилье непригодным для проживания, аварийным, его бы никогда не признали бы непригодным. Оно бы считалось пригодным, что все нормально. Нет, главное, что в этом доме есть, во-первых, место, где она делает уроки, у нее есть свой вот этот угол, прям стол. Видно, что не Правильно. только что поставленный на скорую руку, что это ее рабочее место. Смотрят, где ребенок И где спит, и ребенок рабочее учится. место, да. Послушайте, а сколько лет, еще раз, скажите, сколько лет вашей внучке? 13. А у нее спрашивали, где и с кем она хочет жить? Да, спрашивали. И она все время отвечала: да, я хочу жить с бабушкой, мы будем... А я отвечала, что я буду жить с ней. Больше нам ничего не надо. Ремонт будем делать потихонечку. Нет. Все. Мы отдаем ее. Так, а когда она узнала, что она пойдет к дяде, как она отреагировала? Ну, что опека Это хочет не ее отдать? просто так было. Это на нее надавили. Ее заставили написать: если ты не согласишься к дяде, тебя отдадут в детдом. Это кто ее заставил написать? Наталья Ивановна, наша опека. То есть есть эта бумага? Да. Жилье у вас собственность или нет? Дом на сына был и на дочь. А, то есть они к этому, наверное, придрались, что вы, да, вы не... наверное. А они пытались у вас девчонку-то из дома из этого забрать? Да, вы Как? знаете. Сидим дома, и вот ихняя девочка к Кристинке пришла, играются. И вдруг я на кухне готовила, чай, наверное, девочкам делала. Я слышу вопль, крик. Я забегаю, что такое? Кристина: бабушка дает мне телефон, а там написано от тети Тани: с этого вечера, с этой ночи ты спишь у нас. Угу. Пошла, закрыла двери. Вы закрыли Я дверь. закрыла дверь. А уже тут же- чувствовали, что кто-то приедет? Ну, наверное. Ну, если написали, значит, придут, наверное. Так, и кто пришел в итоге? Пришли Бабаевы. Дядя с Дядя с тетей. женой, да. Так, вы им дверь открыли? Нет, они не стучали в дверь, они стукнули в окошко. Я говорю: я не буду открывать, Кристин. Она Ага. говорит: и я к ним не пойду. И вот мы сидим с ней вдвоем. Они пришли часов в 7, и где-то ближе к 9 они вызвали милицию, полицию. Полицию. Да, они вызвали Так, полицию. приехала полиция. Стучит опять в окно. Ну, окно я открыла. Я говорю: я с вами буду разговаривать. А откройте нам дверь. Я говорю: я не буду двери открывать, потому что я не знаю, что здесь будет. Все, хорошо. Через окно мы поговорили. С ними была женщина, наверное, по несовершеннолетним. Мгм, Там как ПДР, положено, да. Они протокол составили. Она спросила у Кристины: Кристин, тебя насильно здесь держат? Она говорит: нет, я с бабушкой. Я не пойду туда, в ту семью. Я не буду там ночевать. Все это записали, протокол составили. И уехали. И уехали. И дядя не встал на вашу сторону? Нет. Никак-то не попытался с вами поговорить по-человечески и сказать: слушай, давай просто официально это оформим? Вы знаете- Ну так по-родственному. Он даже не предложил: Вера, давай посмотрим, что, из-за чего тут все началось. Давай, может, мы этот ремонт быстро сделаем, да и все. Угу. И внучка будет. Даже такого не предложил. не было. А до Слушайте, этого, вот у Кристины, у внучки вашей, вообще с дядей какие-то Ну, нормальные нет, отношения? Здравствуйте. И да, всё. она знает, что это ее дядя. Все. Можно вот такой вопрос Да-да. вам задать? А Кристина должна получать после смерти мамы еще Да. пенсию по потере кормильца. Да, папа получал. Все. Папа получал. Папа получал, да. А сейчас, вот я не знаю, как у нас закон говорит, если второй родитель умирает, пенсии суммируются или нет? Я не знаю. Должна увеличиться в размере от потери 2 кормильцев, когда ребенок становится полным Понятно. сиротой. Поскольку сын недавно ваш ушел, Да, вы еще не 15. знаете, да, что там, Ну, конечно, господи, мне не что до там и этого. как, да и пенсию теперь должны получать опекуны официально. А большая ли пенсия была? 25 тысяч. И 6 тысяч, вот там их путинскими называют. То есть 31 тысячу Да, в месяц. да. Ну, это целая зарплата. Вот Девочка с сыр-бор приданым. в чем? А у дяди может быть такой финансовый интерес? Я так думаю, да. Потому что
Ну, не лично его, а скорее у жены. Потому что она дружит с Натальей Ивановной. С опекой, что ли? С опекой. Они Жена подруги. дяди. Да, они подруги. Ну, к этому мы еще вернемся. И к подругам, и к опеке, да. А я так понимаю, что вот когда мы к вам приехали, вы до сих пор боитесь, что кто-то другой Да, придет. да, вот честное слово. Вот прям сидите и трясетесь. Ну как, я закрываюсь. Вы представляете, среди бела дня закрываюсь на все Давайте, эти... давайте посмотрим, да. Кто там? Первый канал. Сейчас, одну минуту. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вот. Теперь закрываем все время, потому что раньше было нараспашку, а сейчас я боюсь опеки. В любой момент могут нагрянуть. Буду здесь менять замок, закрою, чтобы было наверняка. А это моя самая любимая внучка Кристинка, с которой мы остались вдвоем. Я теперь боюсь ее потерять. Я никогда не допущу того, чтобы бабушка одна спала ночь в доме, одна ходила в магазин, одна жила. Ну, я никогда ее не отпущу, никуда ее не отпущу, не смогу ее отпустить. Я вот не представляю, раз ее нету в доме. Ну, все, и на этом жизнь закончится. То есть вы подозреваете, что не у Владислава, то есть дяди, да, а у его жены может быть корыстный интерес? Да. Ну, давайте мы дядю-то и спросим, зачем он согласился на эту опеку и имеют ли деньги значение. Здравствуйте. Вер, ты что на самом деле клоунаду устроил? Ты понимаешь, что ты своим действием просто ты сама добиваешься, чтобы детенка оформили в детдом. Вот я хотел, да, временное опекунство взять, временное, пока вы делаете ремонт, чтобы детенок пылью не дышал. Ремонт идет. Ты понимаешь, что это такое? Вы сталкивались с ремонтом когда-нибудь? Я сталкивалась. Хотя за свою жизнь, да. опека вообще, что опека сказала? Про детдом речи не было. Она, когда мне позвонили, они только одно сказали. Если вот ты не возьмешь, у нас выхода не будет. Угу. Мы видели заключение опеки. Вы составили смету этого ремонта? Что там нужно сделать? Почему нужно, чтобы ребенок полгода жил с вами, пока там будет идти ремонт? Еще Это что, обязательно Большой оформлять Кремлевский опеку. дворец, что ли? Там претензия одна. Пол и дыра в потолке. Все. Я вообще расскажу. Нет, не надо мне рассказывать. Не полгода. Полгода это я взял. А они говорят... Зачем? Тверь, тебе говорили, вот когда ремонт пройдет, хоть за месяц ты его сделай, и подаешь документы, и Кристина у тебя. Да. Так зачем это Не, говорили они тебе? Проблема, Они знаете... вам Она это там говорили? много чего, она давила просто на нас. Она не давила. А это правда, что ваша жена дружит с начальником опеки? Нет. Там Как больше я ее знаю, потому что я Больше. в городе Ковымел. Хорошо. Я почти полгорода Хорошо, знаю. скажите, пожалуйста. Почему вы раньше-то не взяли опеку? Когда Ну, вот у вас- сестра моя умерла, Вот. я пошел в опеку. Для я чего? даже удочерить хотел. Опека мне что ответил? При живом отце ты не имеешь никакого права. То есть у вас такое желание было давно. А Ну, почему вы еще когда хотели? сестра ушла. А почему вы хотели удочерить? Действительно, отец же был жив. Что я не так? промолчу, почему. Не, ну давайте уж мы тут собрались для того, чтобы выяснить все-таки, кому с Кристиной и где Кристине будет лучше. Потому что он выпивал, и никогда он нигде не работал. Он работал, когда его отец был живой. Это последнее, когда он работал. Так. Больше, Вер, работал он где-нибудь? Он не работал, когда жена умерла, он стал Ну, получать конечно, пособие. конечно. Пособие Потому что ему детёнковое. сказали, что если ты пойдешь работать, пособие уменьшится, и тебе, Ну значит... зачем работать, блин? Все правильно. Так, а не проще подождите. в Москву куда-нибудь поехать. Я езжу, чтобы моему детенку лучше было. Скажите мне, Подождите, пожалуйста. то есть, Стоп, стоп, стоп. Саш, Владислав, подожди, так он Владислав, что, он бухал, не Ну. работал и жил на детское пособие. И вы это подтверждаете? Да. Ага, Владислав, отец. а сколько вы зарабатываете, мне интересно? 97 тысяч. Значит, а у девочки сейчас мы посчитали, если вторую пенсию ей будут выплачивать, будет 56. Ну, то есть, согласитесь, это солидные деньги.
Ну, Я 97... вообще, я даже соглашусь, если эти деньги пойдут, есть карточка до совершеннолетия. Да, там она может Вот это копить. будет самое вот хорошее, если вот эти деньги Всё пойдут верно. на Только карточку. смотрите, мы можем решить сейчас любую проблему. И деньги вы будете на карточку переводить, и присмотр за этим делом будет. Мы не можем решить одну проблему. Кристина не хочет жить у вас. А я уже отказ написал. Отказ от чего? После того, как мы приехали за Кристиной, мы попросили подготовить, свидетельство о рождении, потому что я как опекун. Понятно. Мы приехали, нам То есть даже на вас- дверь не открыли. Это мне вы когда милицию- полицию вызвали, да? полицию То есть пришло. смотрите, После то есть этого отказ написали. Правильно я понимаю? На следующий день я говорю, я не буду забирать, потому что детенка перестроили, понимаете? Она до этого в опеке сказала, да, я пойду. Но я понимаю, А как тут она всё. в опеке это сказала. Я понимаю, Да как там она... никто на нее не давил, не да надо. вы вот ладно, это. перестаньте, а то мы не знаем, как в опеке это делается. А это при вас было? Все при мне было. Она сидела, то на бабушку смотрит, когда у нее спросили, четко ей вопрос задали. Ты согласна, Кристин, идти к дяде? Она то на бабушку, то на меня, то на бабушку, то на меня. Пока она не махнула, вот тогда Кристина А только как сказала. вы думаете, если ребенку до этого прямым текстом было сказано, либо к дяде, либо в детский дом? В детский дом Что никто не ребенок говорил. скажет? Что? Это вообще никто ей не говорил. не Правда? надо. То есть Никто вы не знали, говорил. бабушка знала, а она не знала. Да никто ей не говорил. Вам говорили? Мне, если я откажусь, Да. это мне лично просто... Говорили. Ну как говорила? Она говорит, Влад, у меня выхода не будет. Она вам так как-то очень фамильярно все это говорила. Влад, у меня выхода не будет, как будто бы она ваша подружка. Нет, Я про опеку была сейчас там говорю. отчество, я свое отчество не хочу и не называть. Просто она говорит, что выхода не будет, потому что пока ремонт в доме, нету ни туалета, нету нигде умыться, нигде помыться. 13 лет девочка Баня у жила нас. в этих условиях. Их это не волновало. Мало Вот. того, она жила с пьющим отцом, который пропивал Вот за те ее годы я пенсию. ничего не могу Их это сказать. не волновало. Вот за те годы я не могу сказать. А вот сейчас никакого давления не было. Слушайте, я просто просто- хотели послушайте, нормально. вот Нет, а смотрите. там что, действительно такие ужасные условия у бабушки? Ну вот мы не увидели. Вот лично мне вот этот потолок, я бы не допустил, чтобы мой ребенок ходил, вот эта глина упала прямо на голову. чё Ну, ж вы если это такой допустили, любимый а? племянница, такая любимая племянница, что же вы с 16-го года не пришли и не поправили этот потолок? Вот если честно говорить, Ну. взяли бы двух мужиков в выходной день, пришли бы и вот это заделали, и вопрос снят. Нет, его и же еще один обудушат. выходной на пол. А для чего отец был у нее? вот вы она. же сами объясните, говорили, а для что чего Вот отец отец человек, был? отец непутевый, у вас И любимая пускай бы он племянница. пришел бы, сказал, ты помоги вот сделать потолок, например. Так он же бухал все время. Как он к Юль, вам да, придет и Юль, да скажет видно, что-то? что он лукавит. Подождите, вопрос с ремонтом могли бы решить, если бы хотели, это понятно. Тем более, да, что свой-то У дом меня вы у не... самого ремонтируется Да, дом. я говорю, у меня свой-то самого дом вы не ремонт. запускаете. Давайте посмотрим, от каких хором принцесса отказалась. Мы сюда хотели забрать Кристину. Кристина хотела у нас жить. У нас есть горячая и холодная вода. Есть раздельно туалет вместе с ванной. Они здесь постоянно купались. Когда она к нам приходила ночевать, ей у нас очень нравилось, потому что ей здесь комфортно. Того не давала бабушка, что я могу дать. У бабушки этого нет. У бабушки нет ни горячей, ни холодной. Туалета нет. Туалет на улице. Как Кристина говорила, в туалет они ходят на ведро. Вот у меня большая гостиная. Кристина с дочкой играли здесь постоянно. У меня двухэтажный дом. На втором этаже я хотела ей сделать комнату, чтобы она спала вместе с моим ребенком. Мы хотели здесь поставить ей кровать, письменный стол убрать здесь, чтобы она здесь сделала уроки. Мой ребенок и Кристина, они очень дружны, они очень хорошо играют и ладят. Она даже к нам приходит всегда с ночевкой. Домой она вообще не хочет идти. Мы хотели ее просто забрать, чтобы ребенка не забрали в приют. Ну а что она, бабушка, делает хуже, это кому? Это все хуже, это Кристине. Что с этого получится, я даже не могу вам сказать. Я просто не понимаю, я вот сейчас слушала вашу супругу. Она говорит, я, в отличие от бабушки, могу дать Кристине горячую воду, унитаз и ванну.
А бабушка может дать ей, ну, тепло, семью, заботу. И как бы тут как-то ваша ванна с унитазом уже не такие важные кажутся. Но у Кристины, помимо дяди, есть еще тетя. И тетя тоже приехала к нам в студию. Давайте ее позовем, послушаем, что она скажет. Ирина, идите к нам. Да, Влад. Ну, я тебя не знал, конечно, но ты врешь, что ты не хочешь опеку. Ты ее хочешь. Ты ее хочешь в виде денег. Какие деньги? А почему ты так опеку защищаешь? Вот у меня вопрос. Во-первых, я хотел сделать еще, чтобы эти деньги, вот это вы хотите денег, чтобы вот эти деньги пошли Кристине на карту, чтобы вот это вот потом не было. Сколько лет она получала по потере кормильца? А мы не Она знаем, хоть что вы увидела. хотите. А вот эти деньги должны ей на карту идти, на детский счет до совершеннолетия. А мы не на знаем, руки это что вы получать. хотите и кто вы в этом лице. Поверьте мне деньги не надо. Ирин, почему Владислав как-то очень фамильярно рассказывает про опеку? Ну, такое ощущение, что они как будто бы... Ну вот Друзья, я знаю, друзья. допустим, мама мне говорит, мы подошли На комиссию. к администрации, да, на комиссию. Мама набирает там пропускной. Система, аппарат такой надо набрать. К Наталья кому вы Ивановна. обращаетесь? Куда приходите? Таня стоит и говорит, не надо, я сейчас. Наташа, я приехала. А Таня — это жена Владислава. Татьяна, да. Она звонит вот этой И Наталье говорит на личный. официально, говорит, Наташа, мы пришли. Подружка, то есть. Вот Они такое соседи, фамильярное вообще-то отношение. бывшие. Но только есть люди, которые разделяют рабочие моменты и личные моменты. И если ты большой начальник в кабинете, то даже если твой друг к тебе приходит, друг должен быть не дураком и идти официально. А сейчас я, подружка моя. Понимаете? В кабинете там по отчеству я вообще-то называл. Ирин, а Я вам в городе отказали в почти во опеке, всем да? городе отопление попереварил. И я там много кого. У меня был один разговор, после чего опека со мной не разговаривал. До Так, сегодня... что был за разговор? Ты замужем? Нет. Ты работаешь официально? Нет. Все, я автоматически отпадаю. Почему мнение Кристины никто не слышит? Ну, никто, кроме нас. Мы-то готовы его послушать. Давайте это и сделаем. С бабушкой мы все время вместе, мы с ней как подружки. Она меня никогда не наругает, на меня руку никогда не поднимет. Если что-то не так, она мне объяснит. Она меня научила читать, научила она меня писать. Она меня научила быть вежливой, она меня много чему научила. Я хочу плакать, потому что я не хочу ее отпускать. Не хочу, чтобы она от меня уходила. Чтобы я от нее уходила, чтобы мы были на расстоянии. Хочу жить с ней. Мне с ней комфортно, удобно, приятно. С бабушкой хорошо, она мне роднее всех остальных. Я часто плачу по поводу того, что меня могут забрать, то, что я могу в любой момент оказаться в какой-то другой семье. Я готова сделать все, чтобы я осталась с бабушкой, я готова помогать ей, делать ремонт полностью она. Не как бабушка, а как подружка, как мама, как хороший, добрый человек, который поможет в трудную минуту. Сейчас ребенок с вами. Мне разрешили месяц, чтобы она была со мной. Кто разрешил? Опекун, органы опеки. Органы опеки. Они какую-то бумагу вам выдали? Ой. Сегодня позвонили, сегодня сказали, придите, взять. возьмите. А я Ага. говорю, я не могу, я завтра. Хорошо. Ага. А что Но за- они знали, что вы едете в Москву на программу? Не знаю. Не знаете. Вы знаете, что с Ну, знали, органами конечно. опеки у нас всегда сложные отношения. Сейчас я просто хочу посмотреть на Наталью Ивановну Бардакову. Мы записали с ней небольшое интервью. Но когда мы поняли, и вы сейчас тоже поймете, что это просто формальные отговорки, захотелось все-таки неформального разговора. И мы пригласили специалистов, не обязательно только Наталью Ивановну, там, и руководителей, да, принять участие в программе по видеосвязи. Нам, разумеется, отказали, потому что у одной сразу чуть ли не инфаркт случился, у другой спина свела. Ну, никак они не могут по видеосвязи в таком состоянии с нами разговаривать. И должностные обязанности, видимо, свои исполнять не могут. Но мы хотели еще получить комментарии от руководства муниципального. Мы послали официальное письмо
с просьбой дать нам комментарии по поводу вот того, что происходит. Мы получили. На ваш запрос номер такой-то поясняю следующее. Каждый сотрудник имеет право лично решать, участвовать ему или нет в интервью в средствах массовой информации. Мне уже страшно послушать, что нам наговорила Наталья Ивановна Бурдакова. Дело в том, что бабушка ничего нам не показывала. Мы ждем полный пакет документов. И вот условия – это улучшение жилищно-бытовых условий и пакет документов для установления опеки. Мы указали в акте обследования все нарушения жилищно-бытовых условий. А если ремонт потолка, то это серьезная вещь. Понимаете, потолок может обрушиться, и это угроза жизни. Все зависит от граждан. Будет сделан ремонт ранее, будут предоставлены все необходимые документы. Мы готовы принять заявление с пакетом документов и рассмотреть на комиссии раньше. Это месяц по закону. Если это все будет устранено и предоставлен пакет документов ранее, пожалуйста, мы готовы принять и рассмотреть. Уважаемая Наталья Ивановна Бурдакова, я готов с вами согласиться, что неисправный потолок может вызвать обрушение, и это риск для жизни и здоровья тех, кто проживает в доме с неисправным потолком. Но девочка живет в этом доме Давно. не 3 дня, не 5 дней, А не когда 10. вы вообще эту печку разобрали? Кристинка родилась, уже не было печки. И ни разу оттуда Вы ничего шо? не... То есть И она не упала. Кристина родилась, уже печки не было. Не было, не То было. есть грудной ребенок въехал в этот дом с роддома, где уже вот это вот все было. Наталья Ивановна, вы в себе вообще или не в себе? Ну вот это как? Они вообще не в себе? Все? Подружка-то ваша? Ты не подружка моя. Ну, Значит, вашей жены подружка. если ваша жена ее называет без отчества и звонит ей на персональный мобильный телефон, Значит, подружка. Значит, подружка. Вот сейчас мы сюда Татьяну Бабаеву, вашу супругу, и позовем. Татьяна, идите сюда. Ну, а зачем вы наговариваете прямо здесь, при всех? С Кристиной к нам ходит, как к себе домой. Постоянно ночует. Как ты звонишь ей прийти, она плачет. Я тебе звоню и говорю: Врешь, Вера, Таня. Вера, зачем ты? Пускай она побудет здесь, хоть покушает. А я у Кристины спрашиваю: Кристина, зачем она тебя зовет домой? С папой сыграть партейку. А я говорю: а что это такое? В карты. Не так? Я говорю: твоей бабушке отбить голову. Не так я говорю. Танечка, И постоянно я звоню тебе: Вера, собери детские вещи, я их выстираю. Постоянно грязно. А у меня есть это, Ты не собирала, машинка. она не приносила. А Я что не ты кричишь, стирала что я вещи ничего не могу для понять? глухих. А. Потому что ты тут сидишь такая, что все, опека у меня, подруги там Да, все в опеке. да. Это у меня вырвалось так. Я с Наташей Ивановной прожила 45 лет на одной улице. Вот. Вот. Ну и и училась она с моей сестрой в одном классе. Вырвалась у меня, я ее назвала Наташа. Зачем говорить вот такую трагедию делать? Кристина хотела к нам идти жить. Я с Кристиной постоянно разговариваю. А вы прямо сейчас идет. наговариваете. На Вот кого? здесь могу встать на колени, если я Становись. обманываю. Становись. А ты, говорю, тварь, я сколько раз тебе говорила. Оскорбление. Отбить себе голову. Отойди лучше. Правда? Да. Потому что Отойди. зачем обманывать тут на Отойди, студию? пожалуйста. И плачешь на Да ладно, публику. тут-то Тихо, все тихо, слышат. Так, а бабушке за что надо голову отбить? Потому что ребенок неухоженный, постоянно грязный. Она приходит ко мне, постоянно моется. Поесть нету, ну вот объясните, пожалуйста, если я спрашиваю: Кристина, как насчет еды? Тебя дома не обижают? Она нет. Садятся кушать, мой ребенок и это за секунду съедает. Это Татьяна. разве ребенок сытый? Вот вы как давно замечали, что ребенок неухоженный, что она голодная Сколько ходит? Она ходит нам, Сколько? ну не знаю, ну сколько, ну лет, может, 6 она А ходит. чего ж вы, блин, своей подружке-то в опеку не позвонили, да не сказали об этом?
Звонилась и говорилась. Она мне сказала, нету жалоб со стороны. Какой а что я стороны? сделаю? Вот вы бы и подали жалобу. Вы звонили. Так а что я сделала? Я говорю, хоть бы пришли, поглядели, как он пропевал. И она, Леша, купи 2 мандаринки. Я говорю, а Кристине не надо твои слова? Так смотрите, я что хочу понять. Вот Кристина, есть у бабушки нечего, воды горячей нет, унитаза нет, ванны нет, одежда все время грязная. Чего же она так хочет у нее жить? Потому что она подучена. Ну почему-то она говорила, с что хочет у рождения меня она жить. там. С рождения она там. Ну, значит, ей там хорошо. Ну, мы же не забирали ее. Я просто временно опекунство оформил. Все, я же не забирал от бабушки ее. И мы разговаривали, она согласна была. А сейчас она уже говорит, уже делает такое, что нас трагедию, что мы виноваты во всем. Дело в том, что Кристина нам рассказала, что ее отношение к вашей семье изменилось. Что действительно раньше она к вам очень хорошо относилась. И к дяде тоже. А потом все поменялось. Вот почему, давайте девочку послушаем. С дядей Владом у меня были хорошие отношения. Я могла прийти к ним в гости. Вот после того, как папа умер, у нас испортились отношения. Они начали на меня давить. Я плакала из-за него. То, что он мне говорил, то, что ты будешь у нас. А я этого не хочу. Я ему говорю, он мне говорит то, что я буду у них жить. Он меня обидел тем, что он не пришел, не помог нам, не сказал то, что давайте я вот вам этим помогу, давайте мы что-то придумаем. Он так не сделал, он захотел меня забрать и все. Он мог бы прийти нам помочь с потолками, мог прийти нам объяснить, как что сделать, чтобы не допустить того, чтобы я ушла от бабушки. Он делает это для того, чтобы получить меня и получать много денег на меня. Я Очень честно, я обидно, так и что он сделал. хочет забрать меня только Пускай из-за они денег. вон. Не, подождите. Да научили там, я Влад, даже я говорить тут не даже хочу. спорить с вами не буду. Это Уже не если нету слова слов, то Кристины, нет. это Это слышно. научили, я вам серьезно Да говорю. я Вот это не слышу, ее, Влад, не я с она вами это говорит. согласна. Вернитесь, пожалуйста, в студию. Но не она это Да говорит. я Да не она, слышу. это понятно, Да что не это она, нам верни. слышно, взрослым людям, что это не она говорит. Я согласна с вами. Это не слова Кристины. Это очень взрослые слова, не подходящие совершенно для 13-летнего подростка. Но я... Да. Ну, там слышно по тексту. Это обороты речи не ее. Она когда от себя говорит, она говорит другими оборотами. Ну, то есть она пересказывает. Не факт, что бабушка ей вот сидела и на ухо заставляла учить это говорить, но эти разговоры были при девочке. Вот, Не факт, что бабушка правильно ее же? учила, но Да. тоже Но бабушка при ней это обсуждала точно. При ребенке это обсуждалось. Смотрите, все-таки, если действовать в конструктивном ключе, вот мы вам задавали вопрос, вы на него ответили как могли. Почему не помочь бабушке, скажем, с ремонтом, чтобы Кристина, о которой вы заботитесь, жила в гораздо лучших условиях, чем сейчас? Вы сказали, что Да вы не просто злы, жила, чтобы у нее была возможность остаться в этом что доме. вы очень злы на покойного ее отца, и поэтому вы пальцем о палец не ударили, поскольку он, скотина, все пропивал. Его больше нет, он умер. Ситуация осталась. Нашелся человек, зовут его Сергей Осипов, и он просто готов оказать помощь. Давайте узнаем, как и кому. Сергей, идите к нам. Бабуля, не волнуйтесь, мы сделаем вам ремонт. Я 11 лет помогаю детям-сиротам и вижу, что вы попали в тяжелую жизненную ситуацию. Мы вас не бросим, мы поможем вам. А как вы узнали-то про эту ситуацию вообще? А вот в пятницу или в четверг мне написала двоюродная сестра Ирины, я ее давно знаю, Тамара, в соцсетях, с просьбой помощи. Сергей, не можешь помочь? Ну, я говорю, чем? Могу помочь, материалом. Куплю материал, какой надо. Скинула номер телефона Ирины, мы созвонились, я говорю, Ирин, что сейчас надо? Она говорит, тут надо USB-панели. Я купил USB-панели, отправил машину, ребята отвезли. Вот сегодня все замерили, договорился, померили полы, договорился с ребятами с Пилорамы, это мой друг, бесплатно предоставит половую доску. Так, Сколько и какие надо? работы вы планируете выполнить в этом доме? Пол, потолок, и стены поможем сделать. Слушайте, Сергей, у меня к вам личная просьба будет. Поскольку цены везде разные, и это зависит еще и не только от региона, а от конкретных условий местных, можете вот не в службу, а дружбу посчитать, сколько будет Я стоить... не строитель, посчитать... Не, такую- ребят попросите. ребята посчитают, да. Сколько будет стоить установка септика, чтобы можно было канализацию провести, и отопление на электрическую, потому что городить печное там, это топит, не топит, разморозили, заморозили, да.
Ну, просто бойлер поставить и ванну, туалет. Да, посчитаете? Посчитаю, да. Спасибо. Тогда с редакторами свяжетесь, они мне передадут. Думаю, что мы эту сумму как-нибудь совместно осилим, да. Уважаемый дядя, вам человек помогает материалом, да? Возьмите также, да придите вместе, сядьте за стол переговоров, помогите им, придите, субботник у них наведите. Ну, вы дальше будете так дружить, любить друг друга. Вы же рядом все находитесь. Зачем ломать судьбу ребенка-то? Я вот у Ирины хочу спросить. Вы же поговорили, да, с Кристиной? Девочке 13 лет, да, подросток. И, в принципе, она уже превращается в молодую девушку. Но пока еще она ребенок. И сейчас то самое критическое время, что если ребенка поставить в условия, в которых ей будет очень плохо, может запуститься деструктивное поведение. А она к этому склонна, потому что наследственность не очень хорошая. Мама пила, папа пил. А мама тоже выпивала? Да, мама пила и умерла от инсульта. Папа пил. К бабушке у меня тоже к вам большие вопросы. Но сейчас речь не о вас, а о девочке. При вот такой вот видимости такой скромной девочки мне удалось с ней побеседовать. Вы знаете, кем она хочет стать? Она хочет стать хирургом. Хирургом. Это ведь не просто так. То есть, на самом деле, эта девочка очень сильная. И если ее поставить в условия, в которых она не хочет быть, я говорю, давай пофантазируем. Вот тебя отдают к дяде с тетей. Что ты будешь делать? Она говорит, пару дней пореву. Дальше что, буду убегать? А я говорю, а почему ты у дяди-то с тетей не хочешь жить? Потому что она говорит, они стали заставлять меня жить у них. Я не знаю, здесь ребенок мог лукавить. Она говорит, слишком строгая мама Леночки. Лена, да, по-моему, зовут вашу девочку. Она говорит, за каждую ошибочку, которую она допускает на письме, ругает ее. Я говорю, как Лена учится? Ругает. Она отличница. Лену ругает мама. И, конечно, возможно, она представила, что то же самое будет с ней. То есть ее будут заставлять учиться. Ей будут, да, и тому подобное. Все равно больше свободы. Конечно же. Вопрос следующий, который меня лично, как детского психолога, очень пугает, что у девочки нет никаких интересов. Она не поет, не танцует, не рисует и так далее. И вот у меня вопрос к вам, бабушка. Вы же понимаете, что в 13 лет, обязательно психику ребенка нужно чем-то нагружать, не только учебой и так далее. А получается, что все интересы ваша, бабушка, были сосредоточены на вашем пьющем сыне, извините уж меня, да? То есть к вам тоже очень большие вопросы. Но если все-таки говорить, где ей лучше, конечно, ей лучше с бабушкой. Если все-таки она останется сейчас с бабушкой, мы не будем через год в этой студии, через 2 снимать программу про то, что Кристина забеременела неизвестно от кого, и вот это вот вся история. Вот та свобода, которую она может получить у бабушки. 50 на 50. Но если и она останется насильно у дяди с тетей, она там еще точно хуже так может же устроить. запустится деструктивное поведение. Знаете почему? Назло Потому будет. что она хирургом хочет стать. Она сильная, и она будет делать назло. Ах, вы сделали так. Она сказала, я буду сражаться до последнего. И там будут наркотики, алкоголь и вообще все, что угодно. Я вам устрою райскую жизнь. Да, конечно же. Вот у меня так случилось, что мама развелась и вышла 2-й раз замуж. И у меня появилась плюс 1 бабушка и 1 дедушка. Я с гордостью говорила, что у меня теперь 3 бабушки и 3 дедушки. Я не поняла, зачем делить, когда можно, побольше. Так это же здорово, я гордилась. У меня 3 бабушки, 3 дедушки. Я сейчас к чему это говорю? Да помиритесь вы, в конце концов. У вас горячая вода, у бабушки любовь. Но это все вместе можно объединить вокруг одного ребенка. Вместо того, чтобы драться и решать, кто лучше и кто больше может дать. Да дайте вы все по чуть-чуть. Я только за. Зачем выбирать, когда можно взять все? Меня позвали соседи, попросили сигаретку. А дальше все, 2 часа меня избивали и насиловали. Лет-то им сколько? 20 с чем-то. И они вдвоем вас изнасиловали? Да. Зачем утром идти к этим же мальчикам в соседнюю квартиру, в другой дом и выпивать? Вина моего мужа не доказана. А то, что дети в опасности, это реально факт. Вас то насилуют, то вы пьете, а где дети-то в это время? Сначала младший вылез, потом старший. Чуть подпихни, и он слетит. Мой косяк, что не углядела. Почему вы мне не позвонили в первую очередь? И вы соседям
предъявляете за то, что ваши дети выпадают из окна? Вот один из двух насильников, с одним из них у нее был роман. И все это случилось по обоюдному Это согласию. наговор чистой воды. Вот зачем потерпевший адвокат, я Хороший не вопрос. очень хорошо понимаю. Но, может быть, спросим у адвоката. Идите к нам, пожалуйста.